Ребят, всем привет! Вы на канале Аля Flight, с вами стюардесса Аля. И сегодня речь пойдет о моей первой в жизни командировке. Безусловно, я очень рада, особенно в нынешних условиях, когда рейсов крайне мало из-за коронавируса, естественно. И я лечу во Владивосток, просто в другую часть России. Это будет суточная командировка. Перелет займет около 8 часов. Разница во времени плюс 7 часов. Честно, я не знаю, как я переживу эту командировку, но я очень надеюсь, что помимо того, что я хорошо слетаю, рейс пройдет отлично, я еще смогу увидеть город. Безусловно, я немного взволнована, потому что это будет мой первый рейс на широком фюзеляже. Полечу я на Аэробусе 330. Рейс будет с инструктором. Я надеюсь, что я себя очень хорошо проявлю и получу допуск. Поэтому смотрите. Надеюсь, что это будет очень интересно. Поделюсь своими эмоциями о рейсе, а также о городе. Ну что ж, мы приземлились и направляемся в гостиницу. И первое, что бросается в глаза, то, что пригород холмистый и довольно-таки зеленый. Ну что ж, вот мы и прилетели во Владивосток. Мне кажется, для 8-часового рейса я чувствую себя и выгляжу достаточно неплохо и бодро. Рейс прошел отлично, но сначала расскажу вам немножко про саму командировку. Мы заселились в гостиницу. Гостиница достаточно скромная, но то, что очень радует, мы живем здесь по одному человеку. Это очень круто, потому что мы предоставлены сами себе, мы можем планировать день как хотим, никто друг другу не мешает и полностью отдыхает. Но гостиница у нас недалеко, относительно недалеко от аэропорта, 40 минут езды. Она плюс, конечно, что в лесопарковой зоне, попозже вам покажу. И совсем близко к Тихому океану. Я надеюсь, что я схожу, посмотрю. Говорят, есть набережная, но далеко от центра города. И, в принципе, конечно, скорее всего, в город мы никто не поедет. А я сейчас пойду, наверное, пообедаю. Сдам форму в химчистку. Тоже очень приятно, то, что есть такая возможность. И лягу, посплю, и только потом поеду уже смотреть местность. Кстати, мое первое впечатление от Владивостока, по крайней мере, местность, где мы находимся, она довольно зеленая, холмистая, что удивительно. Я ожидала увидеть такой немного лысый промышленный город, но нет, по крайней мере, скажем так, пригород и часть, где мы находимся, очень порадовала, прям как немножко на курорт похоже. Вот, теперь пару слов о том, как прошел непосредственно рейс. Рейс длился чуть больше, чем 8 часов. У меня была провозка с инструктором. На прямом перелете меня ничего не спрашивали, чему я несказанно рада. И показывали конструкцию самолета. Инструктор очень приятная, позитивно настроенная, поэтому настроение у меня тоже приподнятое. Рейс прошел, конечно же, с таким настроением просто отлично. И не могу сказать, что я очень устала. Я ожидала, что после 8-часового перелета, и плюс здесь разница во времени 7 часов. Сейчас по московскому времени без 5-7 утра. А здесь по местному уже где-то час дня, наверное, примерно вот так вот. Разница плюс 7 часов. Да, ребят, проверила, здесь по местному времени уже 2 часа дня, поэтому я не хочу терять времени, больше ничего не буду рассказывать. Хочу немножечко отдохнуть, пойти погулять и уже дальше опять с вами поделюсь впечатлениями, что и как. Ну что, мы поели, поспали и идем смотреть. Хотелось бы, конечно, сказать, что на океан, как нам сказал один из коллег. Но это, конечно же, неправильно, потому что когда я подошла на ресепшене и спросить, как пройти к океану нашей гостиницы,
Мне сказали, что нужно ехать часа 3. Конечно же, здесь не океан, здесь находится залив, Амурский залив, который потом выходит, естественно, в море, и только потом океан. Но все равно и набережной, кстати, здесь тоже никакой нету, но выход к заливу какой-то есть, поэтому сейчас пойдем посмотрим, что там. Ребят, согласитесь, какая же великолепная территория, по-моему, прекрасный фон для видео. Хочу немножко рассказать, как мы сходили к заливу. Ну, как вы поняли, там смотреть особо нечего, вода тоже не очень чистая. И в этой командировке, в моей первой командировке, я сразу же поняла, насколько важна бригада. Потому что, в принципе, мы могли пойти, уснуть, и на этом вообще больше, собственно, ничего не увидеть. Потому что выезд у меня в город вообще только с разрешения командира корабля. И, естественно, одного человека в город, конечно, могут не отпустить. Но мы с девчонками быстро скооперировались, решили, что не так уж мы сильно и устали, что есть силы и желание увидеть Владивосток. Поэтому буквально через 15 минут мы вызываем такси и едем смотреть Владивосток. Это не центр города. Это середина центра. Знаете, ни одного деревья нет. Ну да, в центре уже не так зелено, согласна. Ну вообще высоток много, да? Высоток много в городе. А то вдруг мы просто взяли видео с интернета про Владивосток, а сами там не были. Вспышку включите. Да, Видно было. Солнце горит через 10 минут. Да, 9 штук. Кстати, как раз на время заката самое удобно смотреть, потому что мы его и днем посмотрим, и как он вечером выглядит тоже. Видите, какие дома строятся. Ну что, как вы уже, наверное, обратили внимание, такси у нас было праворульное, и таких машин здесь очень много, потому что их пригоняют с Японии и Южной Кореи. И это немножечко вводит в заблуждение, особенно приезжих, потому что, в частности, я сидела впереди, и каждый раз я подходила к машине не с той стороны и наматывала 2 круга, прежде чем попасть в машину. А также наша харизматичная девушка-таксист, которая является местным жителем, поделилась особенностями климата, поскольку город построен на холмах, и, конечно же, близость океана дает о себе знать, и поэтому бывает такое, что в одной части города идет дождь, а в другой уже идет снег. Что касается достопримечательностей, нам посоветовали посмотреть Русский остров, который является действительно очень интересным и значимым объектом, а также Русский мост, который является самым большим в мире вантовым мостом, а также Золотой мост, который вы видите на видео. Сегодня он является символом города, а также входит в десятку самых крупных вантовых мостов в мире. Построен он был, конечно же, в рамках подготовки к саммиту АТЭС в 2012 году, но разговоры о необходимости строительства велись еще в 19 веке. Девочки, классно же, когда бригада хорошая. Полчаса, 350 рублей, и мы в центре города. Оставляйте комментарии. Мост как называется? Золотой, да, золотой. Ну, кстати, вечером хоть понятно, что он золотой, типа. Потому что днем он вообще был белого цвета. Ну а место, в котором мы сейчас находимся, называется смотровая площадка «Орлиное гнездо». Пожалуй, это лучшее место для знакомства с городом, в особенности, если у вас так же мало времени, как и у нас, потому что с нее открывается прекрасная панорама на весь город, на бухту Золотой Рог, ну а также на Золотой мост. И с нее вы можете спуститься вниз и прогуляться по набережной города. Ребят, обратная сторона медали, работа бортпроводником. Местное время сейчас 5 утра, я проснулась в 4:30 и не могу уснуть. Это очень необычно для меня. Я поспала меньше, чем 5 часов, наверное, даже часа 4. Я понимаю, что сейчас, в принципе, хорошо совпало. У меня будет в моем распоряжении целое утро.
Но то, что будет очень сильно сбиваться режим, это уже ощутимо. Организм, когда разница плюс 7 часов, просто не понимает, что вообще здесь происходит. Ну да ладно, пока не будем о грустном. Раз я встала так рано, значит попью кофеек, заберу форму из химчистки и, возможно, даже немножечко позанимаюсь спортом. И пойду погуляю в наш парк. Здесь достаточно красивая территория, лес, подышу свежим воздухом. Ребят, ну что ж, закончилась моя первая командировка и стажерский рейс. Я уже дома, закончилась весьма успешно. Я получила документы и допуск на Аэробус 330. Хочу поделиться впечатлениями о широком фюзеляже, поскольку это был мой первый рейс. И я все-таки отношусь к тем бортпроводникам, которые однозначно любят больше летать на больших самолетах, скажем так. А почему? Ну, во-первых, если сравнивать с узким фюзеляжем, когда мы летим на маленьком самолете, это, как правило, рейс возвратный. То есть 4 часа в одну сторону и сразу же рейс обратно тоже 4 часа. Итого 8 часов, и на земле нужно сказать, что мы практически не отдыхаем, потому что идет уборка, загрузка питания, то есть мы следим, выполняем какие-то обязанности. Бывает, что есть, конечно, какое-то небольшое время для отдыха, а бывает, что практически времени нет. Но стоит сказать, что на широком фюзеляже получается, что один взлет и одна посадка за день. А когда летим возвратным рейсом на небольших самолетах, да, то у нас получается за день 2 взлета и 2 посадки. Мне лично так кажется гораздо легче. И мы прилетаем, и, как правило, у нас сразу идет отдых. Кроме того, вот лично для меня эмоции и ощущения, то, что ты вот на каком-то большом воздушном судне, я бы сказала, даже корабле, потому что очень много пространства, очень много места. Мне кажется, даже сам самолет, вот он как-то более комфортный. И, естественно, намного больше места для экипажа. То есть очень много шкафчиков, гардеробов, очень много места на кухне. Если сравнить с маленькими самолетами, бывает такое, что когда один бортпроводник садится кушать, второму уже даже неудобно пройти. На широком фюзеляже кухня, конечно, огромная. Но не позавидуешь гели-менеджеру, то есть человеку, который отвечает за кухню, потому что это действительно нужно быть очень опытным и хорошо разбираться во всем оборудовании, экипировке, питании и подготовить все-таки питание для 250 человек. Это, достаточно сложно. Ну и, конечно, одна из самых главных причин, это потому что на широком фюзеляже, как правило, эти рейсы, они командировочные, потому что, естественно, самолеты дальнемагистральные, летишь на большое расстояние. На этом, пожалуй, все мои такие первые впечатления и эмоции от командировки, от стажерского рейса. Следующий рейс, естественно, у меня уже будет с полной материальной ответственностью и без инструктора. Поэтому, если вам интересна профессия бортпроводника, обязательно подписывайтесь на этот канал, а также на мой инстаграм, если хотите увидеть будни стюардессы.